Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный мир творчества. В сегодняшнем мастер-классе вы узнаете, как можно сделать декор бутылки при помощи гипюра и ватных дисков. Хотя данная работа будет использована в качестве вазы, но в видео обязательно покажу и декор пробки. Подробный список материалов, которые понадобятся для работы, вы найдете в описании под видео. Обезжириваем основу. Я использую средство для снятия лака. Для приклеивания гипюра я применяю полимерный клей, который распределяю по основе равномерным тонким слоем. После высыхания гипюра формируем розу. Ранее я уже показывала вам, как сделать подобную розу из ватных дисков и гипса, а также совсем недавно вышел новый мастер-класс по винтажным елочкам с розами. Ссылки на эти мастер-классы вы найдете в описании под видео, а также подсказки появятся на экране. Здесь принцип такой же: нарезаю ватные диски на отдельные элементы, которые пропитываю смесью столярного клея ПВА с водой в равных пропорциях. Затем детали отжимаю и при помощи столярного клея приклеиваю на основу.
Перед окрашиванием работу лучше покрыть грунтом. Для этого подойдет белая акриловая краска. Я этого не делала, потому что мои краски ложатся на основу довольно плотным слоем. Но если ваши краски имеют слабую укрывистую способность, то я все-таки советую покрыть работу грунтом. Окрашиваю работу синей и белой краской. Наношу сначала синие пятна, а затем при помощи белой краски растягиваю синий цвет до более светлого. Получаются плавные нежные переходы. В своей работе вы можете использовать любой другой цвет, который вам нравится. После высыхания на весь рельеф наносим белый перламутр. Окрашиваем цветок белой акриловой краской. Для того, чтобы листья получились более бледными, винтажными, оливковую краску немного разбавляю водой. После высыхания по рельефу в нескольких местах наношу белую акриловую краску. Краску цвета розовая пудра немного разбавляем водой и наносим на лепестки. После высыхания по рельефу цветка при помощи спонжа наносим белую акриловую краску. Для эффекта нежного мерцания на цветок и листья наносим немного белой перламутровой краски. А работу покрываем несколькими слоями акрилового лака. Результатом я довольна, работа получилась довольно нежной и приятной.
Буду рада, если и вам такой вариант декора бутылки тоже понравится, а тем более пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, передаю огромный привет. Всех вас очень люблю, крепко-крепко обнимаю и целую. Гостям канала предлагаю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем моим зрителям желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!